Всем привет! Сегодня будет такой необычный урок, видео. Сейчас очень вижу, что набирает популярность лакшери рвань, такая техника, как и в ручном, так и в машинном вязании. Вот я захотела попробовать тоже разные варианты, и сегодня с вами вместе отработаем некоторые моменты, некоторые узоры, мотивы этой техники. Для образца я выбрала 40 игл. Они стоят в рабочем положении, уже провязала немножко полотно. И в процессе вязки мы будем пробовать разные мотивы, разные узоры данной техники. Мы можем начинать с любой иголочки. Там можем 0 брать как за центральную. Ну, я возьму чуть-чуть, получается, левее. Очень интересное вязание. Попробуйте. Веселое. Так, ну и вот я сняла с одной иголочки петлю, перенесла на соседнюю, правее. Игла, с которой я сняла петлю, стоит в нерабочем и остается в нерабочем положении. И мы провязываем 2 ряда. Каретка может стоять с любой стороны. Она может быть здесь, тогда 2 ряда, и останется здесь или здесь, как у меня сейчас. Потом следующую иглу я переношу петлю на соседнюю иглу, и остается в нерабочем положении у меня 2 иглы. Здесь, как вы видите, получается у нас протяжка, и мы провязываем 2 ряда. Вот в чем кайф этого вязания, интерес такой, вот он азарт какой-то, даже вот я начала вязать, и мне он понравился, хотя так визуально, я не скажу, что я была в восторге от этого рисунка. Что мы тут сами регулируем ширину протяжки. Мы можем уже начинать уменьшать и здесь, начиная уже с вот этого момента, уводить эту протяжку назад, скажем так, убирать ее, то есть возвращать назад, да? То есть закрывать рисунок, правильнее скажем. А можем продолжать. Но мы продолжим. И здесь могут быть они разные протяжки и разные рисунки. То есть вот как фантазия у вас будет работать. Можете сделать, украшать вот и низ изделия, и верх изделия, и плечо, и только рукав. То есть, вот полет фантазии вперед, и разнообразие будет только вот в помощь. Так, я оставила 3 петли, 3 иглы в нерабочем положении и провязываю еще 2 ряда. Для, скажем так, интереса, для какого-то изыска делаем еще дополнительно рвань или рисунок, мотив рисунка с левой стороны. То есть сейчас я буду уменьшать эти протяжки с этой стороны, с правой, а с этой стороны я буду начинать вот этот вот рисунок. Так, и здесь мы переносим левее на 1 иглу, и игла в нерабочем положении. Здесь, как я говорю, что мы уменьшаем, поэтому я подставляю 1 иглу уже в рабочее положение. Вот так выставляю. И провязываю 2 ряда. Здесь мы увеличиваем, оставляем уже 2 иглы в нерабочем положении. Здесь мы выставляем иглу в рабочее положение, то есть мы завершаем наш рисунок. Здесь мы продолжаем увеличивать рисунок. 3 уже иглы у нас в нерабочем положении. И вот эту иголочку
мы ставим в рабочее положение. 2 ряда. Так, вот эту часть мы закрыли с вами. Сейчас мы эту будем закрывать. И также мы закрываем иглу. Мы ставим в рабочее положение. Потом следующую. И последнюю. Так, ну вот. Один момент у нас получился. И тут, скажем так, прям конкретного рисунка или рапорта, или вот чтобы было все четко. Наоборот, нужно, чтобы это все было в разброс, поэтому мы закончили этот рисунок и можем начинать где-нибудь здесь следующий. Сейчас я покажу, в принципе, все то же самое, как и этот рисунок, но вводить в рабочее положение иглы будем по-другому. И потом оценим результат, посмотрим, что нам больше подойдет, что нам будет лучше. Ну, я тоже опять беру так на глаз иглу, с которой я начинать буду свой рисунок. И с одной иглы перемещаю петлю на соседнюю и 2 ряда. Потом 2 иглы в нерабочем остается. Здесь давайте мы немножко еще увеличим нашу вот эту протяжечку. Так, и на 4 иглы в нерабочем положении, да? И делаем 2 ряда. Сейчас мы будем закрывать наш вот этот рисунок с этой стороны с правой стороны, а левее мы начинаем наш рисунок. И как мы закрываем? Второй способ. Я беру вот эту соседнюю иглу, петлю и переношу через одну. То есть на соседнюю получается. Здесь у меня она пустая. И соседнюю вот эту дужку с этой стороны или с этой стороны, это уже не важно, я переношу на пустую иглу. На пустую иглу. Так, здесь мы уменьшили, здесь мы увеличили. И провязываем 2 ряда. Опять мы должны здесь увеличить, оставить 2 в нерабочем положении. Здесь мы переносим на соседнюю. Вот это вот пустая. И сейчас мы ее заполняем. Заполняем дужкой соседней, которую перенесли. И провязываем 2 ряда. Так, увеличиваем. Здесь мы переносим. Провязываем 2 ряда. Так, мы еще сюда переносим и уменьшаем здесь. Достаточно веселое такое вязание. Вот не напрягает даже, ну, интересно просто. И я думаю, что если вы попробуете, вы придумаете какие-то очень интересные идеи для ваших новых работ. Так, попробую сейчас с этой стороны перенести дужку. Переносить дужку. Посмотрим. Так будет красивее. Так, вот. Думаю, может быть, не будет более ровнее полотно смотреться. Так, это сюда. Так, вот.
тоже очень красиво. Посмотрите, как получился второй вариант, который верхний, получился намного лучше. Видите, как каемочка такая, как будто бы бордюр этот вот, ну, то есть более выделенный участок, более выделенный мотив, законченный, даже скажу. И еще хочу встроить сюда видео, дополнить вот этот вот рисуночек, который мы только что делали, другим вариантом. Сейчас покажу. Так, ну все то же самое мы начинаем. Перебрасываем. 2 у нас в нерабочем положении. Три у нас в нерабочем положении. Здесь мы параллельно можем начинать еще один такой же рисунок, ну, чтобы было хаотично. Так, достаточно, допустим, 3 у нас протяжки. Здесь мы начинаем, а здесь мы начинаем левее, которые. То есть здесь мы целый рисунок, раппорт начинаем этого узора, а здесь мы продолжаем. Но с этого момента мы не уменьшаем саму протяжку, а оставляем на 3 в нерабочем положении иглах. Так, здесь сюда. Можем еще оставить, но здесь мы продолжаем. Да? Так. То есть мы, получается, провязали 6 рядов, не уменьшая этот рисунок, то есть не закрывая этот рисунок. И сейчас можем дальше так продолжать, но я решила, что сейчас пора. Ну, в общем, можно заканчивать этот рисунок, и я уменьшаю эту протяжку. Уменьшаю протяжку, а здесь я продолжаю. И здесь я тоже продолжаю. То есть мы помним, что у нас 3. То есть 3, 4, 5, а может быть там даже и 10. Это уже на ваше усмотрение. Так. Здесь мы продолжаем. Здесь мы... Тут главное... В принципе, тут нет такого четкого алгоритма. Как получится, так и получится. Вот в этом вот и весь кайф этого рисунка. Что это будет дизайнерское решение, дизайнерский подход. Можно тут даже 2 оставить. Так, что у нас? Мы можем уже тут закрывать. Здесь мы уже закрыли. Здесь мы потихонечку закрываем. Здесь мы начинаем закрывать. Здесь мы оставляем на 2, посмотрим, как это будет выглядеть. Так, у нас осталось последнее. Здесь. Здесь мы закрываем. Так. И здесь мы начинаем закрывать.
Ну вот как мы видим, что вот эти вот вот этот рисунок, в отличие от первого, который мы с вами делали, он более такой ровненький, то есть не острый, более гладкий такой, ну как это правильно сказать, здесь острые углы мы закрывали быстро, а здесь мы его смягчали, вот эти вот углы. И это уже более романтичный такой стиль. Здесь более такой брутальный, наверное, мужской стиль, такой дерзкий, да. А здесь немножко уже такой мягкий. Ну вот красиво получилось.